Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Когда речь идет об инвестициях, это в первую очередь о деньгах. В инвестициях все измеряется в деньгах, как, впрочем, и многое в нашей жизни. То есть деньги – это такой измеритель материальных ценностей, а иногда и не только. Это своеобразная линейка. Сразу вопрос: а что является деньгами? Слышу ответы: рубль, доллар, евро и так далее. Иностранные граждане могут много чего еще добавить по этому поводу. Не будем лезть в глубины теории, а обобщим представление обычных, как мы с вами, людей, о том, какими качествами должны обладать деньги. Первое качество. Нужно, чтобы что-то одно и то же самое стоило сегодня примерно столько же или меньше, как и 20 или 30 лет назад. Например, отопление в квартире, хлеб, мясо, бензин и так далее. Все трое – рубль, доллар и евро – дружно бросились на утек. В гонке дезертиров рубль далеко от всех оторвался. Первого испытания не выдержал никто. Особенно если сильно приподняться на цыпочки или подпрыгнуть, или обернуться лет на 30-50. Это первое рассмотренное нами качество, если не лезть в непонятные нормальному человеку детали, объединяет в себе два свойства: быть средством накопления и быть эквивалентом стоимости. Второе качество. Нужно, чтобы деньги можно было быстро и удобно поменять почти на все, что угодно и где угодно. Это называется ликвидностью деньги. Кстати, деньга – тюркское слово, пришедшее к нам с игом. А иго в переводе с китайского – единое государство. С возможностью быстренько что-нибудь оплатить, пожалуй, все более или менее справляются. И если это чемпионат по ликвидности, то доллар, пожалуй, пока чемпион. Это третье свойство денег – быть средством платежа или обладать ликвидностью, то есть превращаться в какое-нибудь иное благо. Нас, конечно же, больше интересуют первых два свойства. Они как раз описывают свойства денег как качественного измерителя и хранителя заработанного непосильным и тяжким трудом. Припоминая историю, видим, что последние десятилетия с этим особенно напряжно у рубля. У доллара и предков евро лихо было в 70-е, а немецкая марка в 20-е годы прошлого века вроде как вообще рекорды в этом плане поставила. Помимо этого, из телевизора и интернета аналитики с глубокой грустью и печалью сообщают нам, что приключилась то ли инфляция, то ли рост цен, то ли все вместе, и все это уже почти или вот-вот начнется. Первое, что приходит на ум, это то, что несколько тысяч лет, за исключением последних лет 50, функцию денег исполняло золото. Нас этот вопрос интересует не с точки зрения абстрактной академической истины и правильности, а исходя из очень прагматичной и практичной цели – увеличить безопасность и доходность наших личных и корпоративных капиталов. Очевидно, что необходимо сначала посмотреть их динамику стоимости избранных кандидатов на роль денег хотя бы между собой, а потом посмотреть, как вели себя различные ценности в предлагаемых на роль денег кандидатах. Причем желательно захватить те времена, когда был золотой стандарт. На самом деле он иногда был не чисто золотым, а типа золота сливковым. Но нам эти нюансы пока не важны. Начнем с соотношения стоимостей золота и доллара. То есть это стоимость золота в долларах. Вот она на графике. Это цены золота с 1830 по 1960 год. То есть это вторая половина 19-го, первая половина 20 века. График нарисован при помощи японских свечей. Они устроены очень просто. Прямоугольнички на графике – свечки. Одна свечка – цены за один интервал. В данном случае один интервал – это 1 год. Если свечка светлая, то цена за интервал выросла. И нижняя грань прямоугольника показывает цену начала интервала, то есть открытия. А верхняя грань прямоугольника в этом случае показывает цену закрытия интервала. Вот, например, светлая свечка роста за 1861 год. Вот она. Поскольку свеча светлая, то 1861 год открылся вот здесь. 20,67 доллара в унции. И закрылся вот здесь. 26,78 доллара в унции. Хвостики сверху и снизу
показывает минимальную и максимальную цену за этот интервал. На этом графике нет свечей с хвостиками, но дальше мы их увидим. Если же цена за интервал падала, то свеча темная. Вот, например, темная свеча 1864 года. Вот она. Верхняя граница в данном случае показывает цену начала 1864 года. $47,02 в унции. А нижняя граница свечи показывает цену конца 1864 года. $31,62 в унции. Вот здесь. На данном графике одна свечка, один год. Вот, например, 1861 год. Год отмены крепостного права в России. И два последующих года роста. 62-й, 63-й. Это не реакция на события в России. У них там своя гражданская война в этот год началась. Но есть еще один очень важный момент, который мы должны запомнить на будущее. Аккуратно за год до начала гражданской войны добываемую в Южных Штатах нефть начали котировать на бирже. Нынешним языком это были стартапы по нефтедобыче. Причем поначалу котировать нефть они начали, как вы увидите далее, как-то уж очень высоко. А это была будущая новая энергетика для промышленного севера. У севера зародилось сомнение, что юг вел себя, как какие-то оборзевшие шейхи. Ответ севера был понятен. Поднимайте авиацию. Сэр, пардон, ее придумают лет через 50. Ясно. Тогда седлайте коней. Как мы покажем далее, это было начало новой углеродно-молекулярно-технологической эпохи, которая шла на смену углю и пару. Особый поклон почтения в сторону Бориса Марцинкевича и его проекта «Геоэнергетика Инфо» за доходчивое объяснение и популяризацию для широкой публики того, что всем, в том числе и политикой, в первую очередь движет энергетика. На графике видим, что 100 лет с 30-х годов 18 века по 30-е годы 19 века, за исключением приличного подпрыга на гражданскую войну и монополизацию Рокфеллерами нефтянки, было твердое содержание золота в долларе – $20,67 в унции. Обращаю ваше внимание на укрепление доллара к золоту с 1864 по 1876 год. Вот оно. Золото падало, а это значит, что доллар крепчал и крепчал. А цены на все, в том числе и на нефть, падали. Нефтяники брали кредиты все больше и больше. Брали, пока деньги на проценты по кредитам не кончились. Деньги на проценты кончились для них неожиданно. А кончились они, когда кредиторы решили поднять ставки по кредитам. Когда у нефтяников деньги на проценты по кредитам кончились, их бизнес аккуратно перешел к кредиторам. То есть Рокфеллер монополизировал отрасль. Тогда гражданская война, сейчас коронавирус. Какая разница? Тогда коронавируса не было, поэтому для очистки бизнес-ресурса, то есть нефти, от конкурентов, использовали гражданскую войну. Для очистки земли от аборигенов пользовались оспой и винчестером. Для убеждения налогоплательщиков в необходимости войны к южанам применялся слоган про права человека и демократию, а к аборигенам про терроризм и национальную безопасность. Монополизация нефтяной отрасли с точки зрения смены энергетических эпох была инструментом элит Штатов в гонке с Великобританией и Россией за прорыв в новую углеводородно-молекулярную техноэнергетическую эпоху. Россия уже тогда лезла со своими самодержавными молекулами нефти в Европу. Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович, наверное, у Рокфеллеров подсмотрели, что если хочешь какой-то процесс ускорить, то нужно им хотя бы управлять. А чтобы им управлять, необходимо концентрировать владение, пользование и распоряжение им. То есть монополизировать его в руках инициатора перемен. Горбачев сделал прямо противоположное. Поэтому у него ничего не получилось. Но получилось у других. Методология поглощения и монополизации нефтянки в США, как вы увидите далее, повторялась потом несколько раз и на других отраслях. И имеет непосредственное отношение к событиям 90-х в России и сегодняшнему дню.
Разница лишь в масштабе поглощений и наборе поглощаемых отраслей, но не в мотивации и целях этих поглощений. Действия и события, как в жизни, так и на рынках, всегда результат принятия и реализации решения или достижения компромисса. В этом смысле события на рынках – результат принятых решений, но ни в коем случае не наоборот. Сами же решения, как правило, принимаются скрытно и тайно. Их скрытность не результат конспирологии, а следствие способа их выработки. Это, как правило, результат острой борьбы между двумя или более противоборствующими сторонами. Например, сейчас в США в противоборстве находятся как минимум 3 элитных группировки. Некоторые крупные операторы на рынках, будучи участниками этих процессов, обладают информацией о направленности вырабатываемых решений и вероятности их принятия и реализации. В соответствии с этим они, предвосхищая влияние этих решений на рынке, осуществляют на них операции с целью получения выгоды. Как сами решения не могут быть осуществлены мгновенно, так и действия на рынке, приводящие к смене тенденций, не могут произойти мгновенно. Очень важная перефразировка максимума «скоро только кошки родятся». Для того, чтобы получить мгновенные изменения, необходимо развить бесконечную мощность действия. А это принципиально невозможно. Простенький и понятный пример из повседневной жизни. Чтобы разогнать автомобиль до 100 км в час мгновенно, необходим двигатель бесконечной мощности. Так вот, действия участников, обладающих внутренней информацией, они называются инсайдерами, часто могут быть обнаружены на рынках при изучении его динамики. Поэтому вернемся к рынку доллар-золото. Скачки доллара вниз, то есть усиление доллара с 1905 по 1930 в диапазон 16,5-18,5 долларов за унцию, были тем же самым, что и падение золота с 864 по 876, когда проходило поглощение нефтедобычи. С 1905 по 1930 год прошла целая волна кредитных кризисов и, соответственно, поглощений в железных дорогах, зарождающей нефтепереработке и автомобилях. Какую-то роль, наверное, в этих скачках сыграли неурегулированные вопросы с царской семьей по поводу займов золота для учреждения ФРС. Если кредиты действительно были, то для тех, кто занимал, это была короткая позиция к доллару, и они были заинтересованы в падении золота и покупке его по правильным ценам. Для ускорения кризисных процессов после Первой мировой и лучшей бдительности с 1918 по 1920 приключилась пандемия испанки. Но уже не только для аборигенов, а для всего мира. У кого-то, наверное, завертелась мысль в голове по поводу 2020 типа. Не прошло и 100 лет. Трудно сказать. Но то, что пандемия подвернулась вовремя, это факт. Когда будем смотреть в золоте, нефть и индексы, вы увидите, что она не могла не появиться. Рынки как будто бы ждали ее. Но как бы там ни было, если крутые открылись, то они могут окрасить в нужный им цвет любое событие. ФРС создали в 1913. Вот здесь. С точки зрения курса золота все прошло ровно. Организация ФРС позволила существенно нарастить объемы кредитования и замахнуться на реализацию поглощений через кредиты во всемирном масштабе. После поглощений 20-х, начала 30-х золото подняли в 35. Вот сюда. И запретили им владеть в США. С 1933 и по конец 60-х цена на золото в долларах стояла как вкопанная. Вот оно, это место. То есть почти 150 лет с начала 30-х 19 века по начало 70-х 20-го, за исключением нескольких отклонений, доллар США практически функционировал как золото. Скачок в 2 раза с 861 по 863 покажется мелкой рябью скоро. Доллар к золоту был стабилен даже во время 2 мировых войн. Вот Первая мировая, вот Вторая. Вот здесь в 1944-м была проведена Бреттон-Вудская конференция. Бреттон-Вудс это был главный бонус США во Второй мировой. Стабильность доллара к золоту в период второй половины 19-го, первой половины 20 веков отразила то, что Америка во время 2 войн кредитовала других участников, чтобы они истребляли друг друга, а не делала это сама и за свой счет. Она же в это время
развивала свою экономику. Посильнее в кредит подвозила боеприпасы и провизию. Тем самым она сохранила и приумножила ресурсы для экономической экспансии и создания военной угрозы в послевоенное время. А как известно, ликвидность, то есть обращение денег, поддерживается законом, а значит грубой физической силой или угрозой ее применения. Попутно заметим, что именно в этот период конца 19-го, первой половины 20 века ваяли свои теории отцы-основатели монетарной теории Фишер, Кейнс и другие. Очевидно, что они, как и отцы-основатели политэкономии, работали с экономическими данными в условиях золотого стандарта. Результаты их работ – основа для всех современных методов управления экономикой. И тут возникает вопрос. А насколько адекватны сформированные в условиях золотого стандарта теории сейчас, когда именно этого золотого обеспечения валют нет и в помине? И не связано ли с этим то, что монетарные власти жмут на денежный газ, а машина все не едет и не едет? Двинемся по золоту дальше. Конфигурацию золота с конца 18 по начало 19 века можно трактовать как первую волну с максимумом в 1864 году. Вот эту конфигурацию. Вот эту вот. Эта волна обозначена на графике синей единичкой. Откат в 16,5 в 30-м, вот сюда вот, не был ниже значений конца 18-го, начала 19 веков, которых на этом графике нет. А скачок 1934 года можно трактовать как начало третьей волны во всей этой конфигурации. Кстати, Эллиот создавал свою теорию волн примерно в это время, когда бушевала Великая депрессия. Этот график построен в годовых свечах. Обратите внимание на небольшой подъем в конце 60-х. Вот этот. Вот он. В кварталах он выглядит вот так. Те, кто немного знаком с техническим анализом, видят, что в 1969-70 годах в кварталах сформировался сигнал к росту на пробой максимума 69 года в $38. Вот на пробой вот этого уровня. В другой терминологии это первая локальная волна Эллиота, или квартальный фрактал, или зона распределения сценариев. Математики ее называют зоной бифуркации. Если трактовать всю конфигурацию с конца 18 века по 60-е годы 20 века как первую волну и, может быть, начало третьей, перейдем сейчас в годы, вот эту вот всю конфигурацию, как первую волну и начало третьей, то пробой вот здесь вот максимума $38 в 1969 году с высокой вероятностью мог начинать формирование продолжения строительства третьей большой волны. А она с высокой вероятностью как минимум в 1,5-2 раза могла превзойти и скачок 1933 года, и движение 60-х годов. То есть вот это вот. Пробой произошел в третьем квартале 1971 года. Вот здесь. Пробой уровня в $38 произошел вот здесь. То есть начало строительства третьей волны. И золото полетело. Можно попижонить и, поправляя пенсне на носу, сказать, что там приключилась сингулярность. Вот во что она обернулась. Констатируем, что с 1971 года в США с золотом приключился стабилизация. Причиной этого было чрезмерное печатание доллара во время Второй мировой и особенно после Бреттон-Вудса, прошедшего в 1944-м, а также бесплотная попытка загнать СССР в ядерной и ракетных гонках. Второй и на самом деле фундаментальной причиной было исчерпание углеводородно-молекулярной техноэнергетической эпохой ресурсов своего роста. Важное замечание: в границах поделенных тогда рынков. Факторы, которые непосредственно подтолкнули доллар к девальвации,
Проигрыш в проведенной за свой счет и от своего имени в Вьетнамской войне конца 60-х. Прям как сейчас в Афгане. А также несколько французских пароходов с наличными долларами, которые подогнал Дюголь и обменял на золото. За что и поплатился через год президентским постом методом цветной революции. В 1974 золото достигло локального максимума $190 за унцию. Вот здесь. И США приостановили обмен долларов на золото по фиксированному курсу. В 1976 вот здесь прошла Ямайская конференция, на которой золотослитковый стандарт был отменен де-юре, и США скинули с себя обязательство поддерживать стоимость доллара к золоту. Официальные отмены в 1976 проговариваю по буквам только обязательство США обменивать доллары на золото по фиксированному курсу. Метнуло его к новым высотам в 1980 в район $850. Вот сюда. Обратите внимание на то, как теперь выглядит период 19-го, первой половины 20 века. Теперь он почти прямая линия. Здесь очень удобно объяснить то, зачем мы смотрели такую длинную историю. Аж с начала 19 века. Решение по занятию позиции в золоте могло быть принято в 1971 году. Вот здесь вот. Вот тут вот. На пробое $38 1969 года. Пробой вверх этого уровня, если смотреть на него узко, в контексте нескольких лет, говорил, что цены могут сходить вверх от уровня $38 на 5-7 баксов. И это могла быть просто хорошая сделка. Но если смотреть на всю эту картину более широко, привлекая историю с начала 19 века, вот так вот, мы понимаем, что масштаб происходящих процессов совсем иной. Более широкая картина говорила, что если будет пробит вверх максимум 1864 года, вот этот вот, $47, то есть максимум столетней давности, то очень высока вероятность, что золото как минимум может уйти в диапазон 65, 95, 140. Вот сюда вот. Вот в это место. Именно это и начало происходить с 1972 года. Прогнозное значение 65, 95, $140 из масштабной картинки, которую я только что озвучивал, можно получить несколькими способами. В том числе и при помощи технического анализа. Есть и другие подходы. В том числе фундаментальные. Но у любого подхода по прогнозу рынков есть одно очень важное свойство, которое справедливо для любых из них. Это их вероятностный характер. Это очень важное замечание. Об этом никогда не нужно забывать. И какой бы прогноз вы не услышали, именно так нужно относиться и к тем прогнозам, которые вы услышите здесь. Прогнозы, которые будут звучать на этом канале, получены разными способами. Но интерпретировать и иллюстрировать я их буду в основном в терминах волн и льота. С этим придется смириться, поскольку этот подход самый наглядный и простой, и вы постепенно к нему привыкнете. Более глубоко я погружаться в интерпретациях не буду. Но если с вашей стороны возникнет интерес, то мы сделаем отдельный раздел по курсу анализа рынков. Сейчас же в качестве примера фундаментального подхода к анализу и прогнозу я покажу еще один результат. Мы его посмотрим пока на истории золота в период с 1960 по 1980 год. Но он очень важен для оценки и текущего состояния. Любой фундаментальный подход к анализу рыночных цен базируется на модели оценки стоимости чего-либо. Этих подходов много. В дебри мы лезть не будем, а воспользуемся так называемой равновесной ценой. Понять ее смысл очень просто. Она получается делением всех денег, которые есть у покупателей, на весь товар, который есть у продавцов.
Этот подход был очень моден среди наших внешних консультантов в 90-х и начале 2000-х при расчете равновесного курса рубля. Тогда стояла задача обоснования покупки нашим Центробанком долларов в резервы. Тогда рубли в обращении делили на доллары в резервах ЦБ и получали этот так называемый равновесный курс. С конца нулевых, когда этот показатель стал ниже текущего курса, этим способом перестали пользоваться для убеждения главного начальства в необходимости покупки долларов. И придумали другие – бюджетные правила, таргетирование инфляции и прочее. Сейчас равновесный курс к рублю в районе 30-40 рублей за доллар. Это не призыв немедленно продать все доллары и не хайповый прогноз на завтра. Доллар-рубль мы будем смотреть позже, после золота в рублях. Так будет намного понятней и полезней. Метод равновесной цены, естественно, не бесспорный, поскольку всегда возникает вопрос, а нужен ли этот товар всем покупателям. Но мы не будем погружаться в схоластику современной экономической теории, а просто посмотрим на то, как этот подход сработал по отношению к доллару и золоту по факту. То есть посмотрим его на исторических данных пока с 60 по 80 год. Золото являлось обеспечением доллара до начала 70-х, а потом перестало. И за этим последовала девальвация доллара к золоту. Вот мы и посмотрим на то, как стоимость золота при этой девальвации соотносилась с равновесной ценой. Рассчитать ее просто. Берем денежную базу США и делим на все золото, которое было в резервах ФРС. Смотрим результаты на графике. В 1970-м обеспеченность доллара золотом была 20%. Это означает, что равновесный курс золота в 70-м году был выше рыночного в 5 раз. А с учетом того, что в 70-м курс был 35 за унцию, то это 175 долларов. В 1974-м курс улетел аккуратно до 195. Вот сюда. Но обеспеченность доллара золотом не стала 100%, а всего лишь 65%. Это потому, что часть золота забрали французы, подогнав несколько пароходов баксов. Плюс Федрезерв исправно печатал новые баксы. В 1974-м обмен доллара на золото по фиксированному курсу прекратили. А с учетом того, что золотом тогда в США резидентам владеть было нельзя, то эффективный спрос сократился и золото подсадили в 1976-м. В минимуме 1976 удалось додавить курс золота вниз до обеспеченности доллара золотом в 40%. В 1976 году на Ямайке дефолт легализовали. Золото объявили обычным товаром и разрешили им владеть американцам. Если оценивать золото по концу 1976 года, 150 долларов за унцию, то золото должно было подняться в 2,5 раза, то есть примерно баксов 400. Вот примерно сюда. Но Федрезерв печатал свежие баксы и продавал за них золото. В итоге золото к 1980-му улетело примерно до 800 долларов. И, о чудо, именно это и было на тот момент расчетной равновесной ценой. Вот здесь. Обеспеченность доллара золотом стала 100%. Из этого нехитрого анализа мы заключаем, что рациональное зерно в такой оценке есть, по крайней мере для экстремальных значений. И дальше мы ей пользоваться будем. О чем еще могла сказать масштабная картина золота до 1980 года, если смотреть на нее в большом масштабе. За период с 1860 по 1980 год произошли следующие важные вещи. В 60-70-х годах 19 века, вот здесь, началось развитие монополистической фазы капитализма. Концентрация капитала началась на основе новой техноэнергетической углеводородно-молекулярной эпохи. На основе ее к началу 20 века главные игроки монополизировали национальные рынки и резко усилилась борьба за внешние. Основным владельцем внешних рынков была Великобритания. Главное противоречие возникло между быстрорастущими США и Британией. Рынки сбыта, за которые шла борьба – Китай, Индия, Евросоюз, Россия, Османская империя, Северная Африка. Конкурентная борьба привела к разборкам в форме Первой мировой. Вот здесь.
Штаты в войне участвовали по большей части в качестве интенданта, поэтому курс золота к доллару велся ровно, но Европу и Россию колбасило не по-детски. Далее мы это увидим. В результате Первой мировой контроль над частью рынков перешел от Британии к США. Также были переделены рынки Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и России. Импульса передела рынков хватило на 10-15 лет. Лучше мы это увидим, когда будем смотреть индексы и ВВП. К достижению экономической эффективности углеводородно-молекулярно-технологическая эпоха при той конфигурации рынков подошла к концу 20-х, начала 30-х. Вот здесь она достигла своей экономической эффективности. Сформировавшиеся в рамках этой эпохи технологические уклады требовали либо новых рынков, либо новой техноэнергетической эпохи. В начале 30-х начались девальвации валют к золоту. Невозможность расширения рынков или формирования новой техноэнергетической эпохи диктовали для сохранения прибыли необходимость снижения издержек. Девальвации и были этим механизмом, поскольку обесценивали наемный труд. Противоречия начала 30-х годов копились 10 лет и в конце 30-х привели к новым разборкам. Второй мировой. Вот здесь. США опять были в основном интендантом, но пришлось немного повоевать. Война серьезно перераспределила рынки в пользу США, но не была достигнута главная цель – мировое господство. Прорезались контуры новой техноэнергетической ядерной эпохи. Но случилось три незапланированных следствия. СССР по результату войны стал мировой державой и начал контролировать треть рынков, а также начали преодолевать последствия столетней западной экспансии две крупнейшие цивилизации – Китай и Индия. Поэтому война за мировое господство не прекратилась, а изменила форму, стала холодной. У России роль, как обычно, за последнюю 1000 лет, оппонент претендента на мировое господство. Потенциала захваченных рынков хватило на 25 лет. К концу 60-х, вот здесь, он кончился. А СССР, еще пока скроенный по сталинским меркам, был тверд как кремень. Но, к сожалению, с бестолковым руководителем. Используя этот субъективный фактор, удалось разрушить союз России с Китаем и затормозить экспансию СССР в Индию. Но проблема с рынками кардинально не решилась. Поэтому пришлось в 70-х, вот он, еще раз прибегнуть к девальвации доллара. То есть опять обесценить труд. Если вы забираете что-то, ничего не оставляя взамен, то вы не жулик, как Остап Бендер, а грабитель. Поэтому в начале 80-х для создания иллюзии неизменности уровня жизни была организована программа кредитования потребителей. Вот здесь. Перенос производства сначала в Японию, а потом в Китай диктовался тем же самым. При данном размере рынков углеводородно-молекулярная техноэнергетическая эпоха достигла пределов своей экономической эффективности. Поэтому необходимо было удешевлять труд. Частично это решили девальвацией доллара, частично переносом производства. Кредит, если он не меняет фундаментальную структуру процессов, решение временное. А именно так решили поддержать спрос на Западе, не имея возможности увеличить доходы в рамках существующей углеводородно-молекулярной техноэнергетической эпохи. Анализ американцев показывал, что срок жизни этого решения 10-12 лет. Финансово-экономической основой современного глобализма стала организация ФРС и использование кредитов в качестве основного оружия экономической экспансии и передела собственности. К 70-м годам прошлого века, не считая Крымской войны во второй половине 19 века, сформировались два цикла: кризис, война и расширение. Это циклы Первой и Второй мировых войн. Если быть точным, в 1976 году было отменено только обязательство эмитента валюты доллар США поддерживать его золотое обеспечение по твердым ценам. А золото с искусственно усеченными правами и наложенными ограничениями
по ликвидности было переведено в разряд обычных биржевых товаров. То есть было усложнено владение им и его обращение только для мелких инвесторов. Так золото тогда стало деньгами только для богатых. Сейчас ситуация несколько меняется. В начале 80-х, только после достижения золотом цен, обеспечивших паритет эмитированных долларов с золотом в резервах, рынок золота общими усилиями западных банков удалось остановить и развернуть в коррекцию. Вот здесь стопроцентное обеспечение доллара золотом. В 1985 рынок золота показал локальное дно и разворот до 1987 года. Вот он. На самом деле именно эта коррекция золота спровоцировала кризис на рынке недвижимости 1987 года. А причиной и того, и другого была очевидная конечность кредитной схемы поддержания уровня потребления и спроса. Эта кредитная схема могла быть только временным решением. Кардинальную ситуацию мог изменить только переход в новую техноэнергетическую эпоху. Но, как вы уже догадываетесь, и как мы далее покажем, эту временную кредитную схему растянули до наших дней. Воистину, нет ничего более постоянного, чем временное. Кризис конца 80-х прогнозировали три независимые группы экономистов, нанятые Рейганом в начале 80-х. Они прогнозировали две его фазы. Первую на конец 80-х. Она реализовалась через кризис на рынке недвижимости. А коррекция золота вверх в 85-87 была только зеркалом этой первой фазы кризиса. Вторую, более мощную волну, они прогнозировали на начало 90-х. Высокую вероятность этого предсказывала и конфигурация, и трактовка рынка золота периода с конца 60-х. Вот она. По начало 80-х. Более аргументированно и подробно мы это разберем, когда будем смотреть ВВП и индексы ключевых стран. Но к 1987 году, после идиотского сухого закона в СССР, Чернобыля и бесплотной болтовни Горбачева о реформах, стало ясно, что случилось чудо. В Союзе у власти оказался слабый, глупый и безвольный либерал Горбачев, которого потом сменил другой либерал, но алкоголик. Оба персонажа, пожалуй, могли быть наиярчайшей иллюстрацией максимы Ленина о роли личности в истории. Но, кстати, сегодняшние события на Западе вокруг зеленой энергетики и коронавируса вполне можно считать аналогией сухого закона в СССР и Чернобыля. Заметили метки симметрии? Повторение. Сухой закон про здоровье, Чернобыль про энергетику. Типа песни о самом главном. Посмотрим, реализуется ли эта аналогия, дополненная бестолковым бегством США из Афгана. Я, кстати, не поддерживаю объяснение причин таких спорадических действий США в Афганистане. На мой взгляд, в Пентагоне оценили очень высокий риск дефолта и приостановки финансирования всего США. А как известно, в Штатах двигателем всего является бабло. И в Пентагоне, чтобы не рисковать, оставить там все и навсегда, просто бросили оружие на несколько десятков миллиардов, придумав легенду прикрытия о вооружении талибов и их противников, и свалили как могли. В Вьетнаме было нечто похожее. Вьетнамская армия после аналогичного бегства американцев, вооруженная новейшим советским и американским оружием, в течение нескольких десятков лет считалась сильнейшей в Юго-Восточной Азии. 30% мировых рынков, которые были переданы Западу в конце 80-х в результате правления двух либеральных персонажей, дали западным экономикам передышку. Это проявилось в том, что еще 13 лет с 1987 по 2000 год, вот это вот место, с 1087 по 2000 год, золото корректировалось вниз, то есть доллар укреплялся.
Рискуя показаться нудным, еще раз напомню. Не динамика золота организовала и предопределила события, а принятые решения и реализовавшиеся в результате них события и процессы поменяли собственников значимых объемов золота, и это, в свою очередь, повлияло на динамику золота в долларе. Золото только аккуратно запротоколировало, констатировало и акцентировало смысл произошедших событий. Уместна максима. Если хотите правильно понимать ежегодные посылы на обложке принадлежащего семье Ротшильдов журнала The Economist, посмотрите на мир в золоте. А то иначе жизнь наполнится сказками и опасными чудесами. Основных ресурсов, за счет которых укреплялся доллар, было три. Опора на дополнительные 30% международных рынков, перешедших в его сферу обращения, обслуживание оттока капитала из бывшего соцлагеря и хлынувшие на рынок около 2000 тонн золота СССР и высвободившееся промышленное сырье соцлагеря. Этих ресурсов хватило до 2001 года. Вот до сюда. Есть точка зрения, что кризис Запада начался в 2008, есть что в 2020. Но наша точка зрения совпадает с точками зрения Глазева, Хазина, Фурсова и Делягина. И дальше мы очень наглядно и убедительно покажем, что максимум западных экономик был достигнут именно в 2001 году. Эмиссия в период 80-х, 90-х и падение курса золота привели к тому, что обеспеченность денежной базы США золотом упала к началу 2000-х до 12%. Вот здесь, вот они эти 12%. Напомню, что спор о времени начала кризиса не является для нас академической самоцелью. Мы просто выясняем, что наиболее подходит на роль настоящих денег в рамках того, как мы их определили. И наша цель – выработать и показать принципы построения наиболее выгодных и безопасных для нынешнего непростого времени стратегий поведения не только на финансовых рынках, но и при построении стратегий корпоративных и личных финансов. А для этого главным является правильное понимание фазы, в которой находятся рынки. При этом связь движения рынков с крупными политическими и экономическими решениями и событиями – это вспомогательные действия, носящие объяснительно-подтвердительный характер и помогающие постфактум объяснить причины уже произошедших на рынке процессов. Особенно подчеркну, что 85-95% фундаментальных или политико-экономических новостей становятся известными широкой публике, как правило, в последней третьей четверти рыночных тенденций. Особенно если смотреть на них в золоте. Это статистический факт. Мы его много раз увидим в ходе рассмотрения и составления общей картины рыночных тенденций. Начиная с 2001 года золото с 250-300 долларов, никак не заметив кризиса 2008 года и только притормозив в нем, вот 2008 год, к 2011 году улетело в диапазон 1700-1800. Вот сюда вот. Но обеспеченность денежной базы золотом выросла при этом всего до 45%. Вот эта цифра. Слишком уж велика была эмиссия в этот период. Этот рост золота примерно 500-600% за 10 лет, с 2001 по 2011 год. С такой же скоростью в этот период обесценивались и наши резервы, сложенные в доллары. Более детально это будет видно, когда мы будем правильно, то есть в золоте, смотреть динамику так называемых трежерис, то есть гособлигаций штатов. Масштаб обесценивания резервов оценить легко, если понимать, что наши резервы – это сотни миллиардов. А масштаб падения с начала 2000-х по начало десятых годов был примерно 5-6 раз. С нашей стороны это были колоссальные потери, а со стороны тех, кто эти резервы хранил, это были такого же размера приобретения. Однако не следует этот результат воспринимать
исключительно как беспрецедентную глупость наших государственных финансовых управленцев, или исключительно как только их целенаправленный злой умысел. Наибольшую роль в этом, скорее всего, сыграли правила, с которыми согласились сначала Горбачев, а потом Ельцин. И, по всей видимости, о нарушении которых нами сейчас постоянно толдычит Запад последние 10-15 лет. А вы думали, что так называемые международные правила, о которых они говорят, это про хорошие манеры, уважение или справедливость? Нет. Как сказала одна из героинь фильма «Брат 2», это про деньги. Здесь все про деньги. И именно этот беспрецедентный по масштабам процесс, по большому счету грабежа, нашел свое отражение в мюнхенской речи Владимира Путина 2007 года. Это когда он говорил о рисовании тогда еще партнерами денег легким росчерком пера. Рост наших резервов в форме чужих валют, кстати, примерно тогда и прекратился, но постепенно начала меняться их структура. Именно после мюнхенской речи Путина начался постепенный процесс возврата финансового суверенитета страны. Очень постепенно. Процесс этот непростой и не быстрый. Система неоколониального финансового подчинения и удержания в этом состоянии создавалась и оттачивалась Западом столетиями. За ней стоит вся его финансово-экономическая, политическая и военная мощь. А Грузия 2008 и Украина 2014 – это только отдельные штрихи. От 35 долларов в 1969 году, вот здесь, к 1700-1800 долларам сейчас, это девальвация доллара к золоту примерно в 50 раз. Вот так вот. А это в среднем около 7,8% в год по сложной ставке. Посмотрев на то, как себя вели в этот период ключевые товары, например, нефть и зерно, вот нефть. Вот зерно. Вот у нас с 70-го года по сегодняшнее время. Понимаем, что их рост с 60-х годов прошлого века как-то подозрительно совпадает с падением доллара к золоту в этот период. На нефть еще раз глянем. Вот смотрите. Вот нефть с конца 60-х. Вот сейчас. Это наталкивает нас на мысль, пока на мысль, что это просто отражение инфляции доллара к золоту. И все. Мы это предположение пока запомним и двинемся дальше. Феноменальную способность золота предсказывать кризис на рынке недвижимости вы уже видели в ролике предисловия. Если не смотрели, гляньте. Ссылка на него под этим роликом. Позже мы этот эффект увидим на всех рынках. А пока вернемся к золоту в долларе. Мы перестраиваем график в представление 2,5-3 года. Сейчас масштаб одна свеча 2,5-3 года. Результаты, которые я сейчас показываю, основаны на нескольких подходах и методах анализа рынков. Но я буду их иллюстрировать и интерпретировать в терминах наиболее простого подхода – волн или лота. Период с 1931 года по 1981. Вот этот фрагмент. Наиболее вероятна первая волна Эллиота. На графике она обозначена большой цифрой 1. Зелененькой. Индикативно мы показали в ней три составные части. Они обозначены синими цифрами 1, 3, 5. Пятая волна выглядит несколько растянутой. Вот это вот. В этой пятиволновке. Но такое иногда бывает. Обратите еще раз внимание на то, как в период с конца 60-х по начало 2000-х менялась обеспеченность золотом денежной массы штатов. В конце 60-х кризис начался, когда обеспеченность доллара золотом упала до 20%. Вот отсюда.
К 1974, вот к этому месту, когда золото выросло до 190, вследствие падения доллара обеспеченность выросла до 65%. Вот эта цифра. Далее временная коррекция золота вниз вследствие искусственного ограничения спроса привела к падению обеспеченности доллара золотом к 1976 году до 40%. Золото подсело, обеспеченность упала до 40%. Ну и официальная отмена золотого стандарта в 1976 метнула золото к 800 долларам за унцию. При этой девальвации доллара к золоту был достигнут паритет с золотыми запасами. Вот здесь. Обратите внимание, падение доллара началось с уровня 35 долларов в конце 60-х. И при 20% обеспеченности доллара золотом. И вроде бы должно было закончиться в районе 35 умножить на 5. То есть где-то в районе 170-180. Вот где-то здесь. А в итоге улетело в 800. Вот сюда вот. Отражало это то, что во время падения и развития кризиса Федрезерв без устали печатал доллары. И за 70-е увеличил долларовую массу в несколько раз. Прямо как сейчас. Особенно обращаю ваше внимание на то, что несмотря на отмену золотого стандарта, девальвация доллара к золоту остановилась только тогда, когда была достигнута 100% обеспеченность доллара золота. То есть вот отсюда оно стартовало, и остановка была окончательная только вот здесь. Период девальвации доллара с 2001 по настоящее время наиболее вероятно незавершенная третья волна. То есть вот этот вот период по настоящее время. На графике она обозначена большой зеленой цифрой 3. Фундаментальные причины падения доллара к золоту в этот период были следующие. Полное освоение к началу 2000-х годов рынков соцлагеря и усиление с 2000-х реализации схемы с Китаем, аналогичной предыдущим схемам по переносу производства в Европу после войны и в Японию в 60-х годах. При этом негативные результаты первых двух схем в виде последствий чрезмерной эмиссии доллара в период с 60-х по 80-е и хронические торговые дефицита с Европой и Японией решены не были. Обеспеченность доллара золотом поможет нам оценить потенциал падения доллара к золоту, а заодно и потенциал текущего кризиса. Во-первых, вы уже видели на примере недвижимости в ролике предисловия и нефти и зерна в этом ролике, что их рост с 70-х это в основном падение доллара к золоту. Позже мы это покажем очень просто. Мы просто нарисуем нефть и зерно как недвижимость в золоте, аналогично с биржевыми индексами и всеми другими показателями. Большая часть их роста – банальная инфляция доллара к золоту. При этом посмотрите на график золота. Вот он. Динамика с начала 2000-х, вот отсюда, по сегодняшний день в терминах волны Эллиота очень органичное продолжение истории с конца 60-х. А по большому с 30-х годов прошлого века. Позже в следующих роликах мы дадим дополнительные подтверждения и объяснения этой органичности. А сейчас вернемся к оценке потенциала падения доллара к золоту. Но прежде обращаю ваше внимание, что, во-первых, сейчас мы смотрим на рынок в очень масштабных свечах. Каждая свеча 2,5-3 года. То есть на этом графике понятие завтра и послезавтра – это несколько лет. Во-вторых, мы анализируем фундаментальное противоречие обеспеченности доллара золотом. Оно не работает мгновенно. Например, оно с 1980 года, когда обеспеченность была 100%, копилось и нарастало в течение 20 лет до начала 2000-х, прежде чем начало разрешаться падением доллара к золоту. Поэтому прошу не делать
интерпретации того, о чем я сейчас здесь говорю, в стиле «хватай вокзал, мешки отходят». Стартовало падение доллара в 2000 с 300 долларов и обеспеченностью доллара золотом 12%. Вот отсюда. Таким образом, равновесная цена где-то около 2500 долларов за унцию. Но как и в период с 1970 по 1976, то есть вот этот вот период, сразу этого движения не произошло. Золото долетело только до 1850. При этом обеспеченность доллара золотом выросла всего до 45. Вот это место. Это примерно 11-12 год. То есть меньше, чем должна была при таком росте золота. Причина в том, что с 2008 года, вот примерно с этого места, включился печатный станок. Далее, начиная с 2012 по 2016, падение доллара к золоту, то есть рост золота, удалось приостановить и даже чуть-чуть приопустить золото. Вот в этом месте. При этом обеспеченность доллара золотом упала аж до 20%. Вот в минимуме 20% обеспеченность доллара золотом. Обращаю ваше внимание, что 20% это было совсем недавно, в 2015 году, в районе 1100 долларов. То есть максимальный потенциал роста в 2015 был 1100 долларов умножить на 5. То есть примерно 5-5,5 тысяч. Доллар от того места, вот отсюда, пока вырос до 1700-1800. Но при этом обеспеченность доллара золотом пока поднялась всего лишь до 23%. Подчеркиваю, сейчас всего 23%. Это как раз следствие той безумной миссии, которая идет с начала 2020 года. Теперь потенциал кризисного роста доллара опять изменился. Теперь он примерно 1750 умножить на 4. То есть где-то в районе 7000 долларов. Как относиться к этой цифре? Это только масштаб противоречия. Его максимальная величина, то есть 7000 долларов, это пиковая оценка. То есть когда все перестают верить любым словам. Но с другой стороны, если безумное печатание долларов продолжится, эта пиковая оценка уйдет вверх. Пессимисты могут сказать, что хуже уже некуда. На что оптимисты ответят, как это некуда? Есть куда. Обозначенное противоречие может решаться как минимум двумя способами. Первый способ – сжатие денежной массы и рост ставок, что пока очень маловероятно. Но рост ставок по доллару может быть локальным. Например, в Европе через эскалацию газового кризиса и перевод его в экономический. Или, например, через увеличение напряженности в Европе. Через провоцирование столкновения Украины с Россией. Второй регион, где, например, локально могут повыситься ставки по доллару – Китай. Это может быть следствием эскалации взаимоотношений с Тайванем и поэтому оттока долларовых инвестиций из всего региона Юго-Восточной Азии. До зимней Олимпиады этого, скорее всего, не будет, но Китай может быть, наверное, и спровоцирован. Второй способ – девальвация доллара к золоту. Это неблагоприятный сценарий для США, поскольку он угрожает разрушить долговой рынок, номинированный в долларах. Поэтому развитие этого сценария будет провоцировать его перевод в первый сценарий. Опять же, еще раз подчеркиваю, золото не рулит, а только правильно и точно, без грамматических ошибок стенографирует заседание крутых дядек. На практике, как всегда, реализуется смешанный сценарий. Так, например, в 2008 году пробой золотом максимума 1980 года, вот максимум 1980 года, в 2008 году он был пробит. И отрыв в небеса цен на нефть привел к необходимости увеличения спроса на доллар через увеличение политических рисков. Для этого очень удачно сгодился Саакашвили. Ту же роль сыграла Украина в 2014 и рекомендации МВФ развивающимся экономикам девальвировать национальные валюты к доллару. Так удалось усилить и удлинить по времени коррекцию золота в период 2012-2016 года. Вот здесь. То есть сработала Украина и рекомендации МВФ. Ресурсы
сжатия денежной массы и увеличения ставок для управления ситуацией ФРС практически нет, поскольку это мгновенно приведет к банкротству всех должников в Штатах, падению производства и быстрой реализации инклюзивной экономики. Подгоняющий момент даже не золото. Золото только индикатор, который сигнализирует о возможных масштабах будущей инфляции. Наибольшая опасность именно от инфляции, то есть от ослабления доллара. Инфляция, если она раскрутится, как многие могут помнить из опыта 90-х, в первую очередь убьет производство с длинным производственным циклом, а это весь хай-тек, сложная промышленность и логистика. Логистика, пожалуй, уже падает. Она сейчас падает не от глупости менеджеров, а от того, что у нее очень длинный производственный цикл. Подчеркиваю, не инвестиционный, хотя и это важно, а производственный. И инфляция вместе с появляющимися межрегиональными различиями цен начинает его рушить. Аналогичная причина и у сбоев в полупроводниках. И нет там ничего конспирологического или загадочного. Все предельно просто. Как минимум, зона доллара и евро может с широкой улыбкой сказать: «Здравствуй, новый технологический уклад святых 90-х». Поэтому полагаю, что акцент в ближайшие годы будет все больше смещаться в сторону внеэкономических способов воздействия, сирич военно-политических. То есть количество чудес будет расти. Эти чудеса и их масштаб будут определять сценарии разрешения обозначенного нами выше противоречия, то есть необеспеченности доллара золотом. Подчеркну еще раз, не рынки движут событиями. Нежелание направить финансовые инструменты по какому-либо сценарию, хотя для определенного уровня игроков и это крайне важно. А борьба тех, кто принимает решения за глобальную власть над миром, и желание эту власть расширить и укрепить. Рынки, в данном случае золото, только отражают развитие этой борьбы в отдельных плоскостях. Слегка упрощая и вульгаризируя, можно плясануть умным термином и сказать, что золото – сечение Пуанкаре борьбы за власть. Козыри в этой борьбе и настоящие причины стратегических побед и поражений мы постепенно будем открывать на нашем канале. И, естественно, движение рынков вместе с ними. Более детальный анализ, прогноз и сценариев золота мы рассмотрим в следующих роликах, а также обозначим стратегии поведения на рынке золота. Постепенно мы покажем в золоте и нарисуем картину на большинстве значимых сегментах и рынков. В следующем ролике мы свяжем динамику золота с энергетическими эпохами и сделаем макропрогноз на 10-15 лет. Название ролика с макропрогнозом будет выглядеть вот так. Напомню расшифровку названия. Первая часть названия «Золото-доллар», вот это, говорит о тематике ролика, которая входит в общую тему плейлиста «Золото». 1 ГТР расшифровывается как раздел канала 1 «Глобальные тенденции рынков» и означает, что золото в ролике рассматривается в глобальном масштабе на свечах 1-3 года с тенденциями 10-15 лет и прогнозом 5-7 лет. Цифра 2, вот это, после тематики ролика, означает, что это второй ролик в тематике золото-доллар во временном масштабе ГТР, глобальные тенденции рынка. Дата означает дату актуализации рыночных данных и публикации ролика. Детализацию этих сценариев и прогнозов, то есть детализацию более вот этих длинных сценариев и прогнозов на горизонт 1-1,5 года и на 2-3 квартала, на свечах 1-6 месяцев мы сформулируем в следующих роликах. Они относятся к разделу меньшего масштаба рынка, то есть к разделу канала 2. Их название будет выглядеть примерно так. Две первых части названия ролика, вот это и вот это, расшифровываются абсолютно так же, как и в роликах глобальных сценариев. Отличие только в окончании названия ролика. Вот в этом. 2SC. Оно говорит, что ролик относится ко второму разделу канала, и в нем рассматривается золото в масштабах свечей 1-6 месяцев со сценариями 2-3 квартала, 1-1,5 года. То есть ролики из первого раздела с окончанием 1 ГТР
Вот с таким. Это анализ и прогноз в большом масштабе на несколько лет, а ролики с окончанием 2 с С – это анализ и прогноз на месяцы кварталы. Более подробно содержание разделов и разбивку материала канала по плейлистам можно посмотреть в ролике 0. Описание структуры канала. Он находится в плейлисте номер 0 с названием «О канале «Золото, валюта, богатство». Ссылка на ролик под этим видео. И я бы хотел еще раз предостеречь вас от чрезмерно хайповых выводов. В ролике есть несколько слегка алармистских прогнозов. Но в каждом из них есть условия типа если начнет реализовываться, если тенденция продолжится и так далее. Эти оговорки и условия очень важны. Дальше на канале, везде, где мы будем делать сценарные прогнозы, будут даны критерии их начала, реализации и прекращения. Эти критерии всегда будут точными и конкретными. Но в силу устройства психики человека и стремления к чрезмерному упрощению они будут пытаться ускользнуть от вашего достопочтенного внимания. А эти ограничения очень важны. Это что-то вроде светофоров. Если вы их не заметили, то пересмотрите, пожалуйста, ролик. Это в первую очередь важно для вас. Потому что за все принятые нами решения отвечаем в первую очередь мы сами. Следующий ролик выйдет через пару дней. В нем мы продолжим рассматривать золото в долларе и сформулируем долгосрочные сценарные прогнозы. Там или в следующем ролике сделаем более короткие прогнозы. После этого перейдем к доллару, рублю, а дальше посмотрим золото в рубле. И двинемся дальше по всем рынкам. Надеюсь, что наш ролик принес вам пользу и был интересен. Обсуждайте в чате, пишите ваши соображения и пожелания. Мы обязательно четко и внимательно к ним прислушаемся. Если еще не подписаны на наш канал, то подписывайтесь, пожалуйста. Если считаете полезным, сбросьте ссылку на нас друзьям и знакомым. Желаю всем больших успехов и до встречи на нашем канале.